Представьте себе подростка с рыжеватыми волосами, непокорным характером и почти комичной самоуверенностью. В 16 лет Уинстон Черчилль не просто мечтал о славе, он буквально писал планы, как ее достичь. Среди его записей детально проработанный план военной кампании против Российской империи. На 10 страницах схемы движения войск, тактика, стратегические цели. Это не было детской фантазией, это было заявление. Черчилль всерьез считал, что его призвание — Великая война и не менее великое спасение Британской империи. Откуда у подростка такая убежденность? Он с детства ощущал себя частью чего-то большего. Его предок, герцог Мальборо, один из величайших полководцев британской истории, а сам Уинстон родился в родовом поместье Бленхейм, буквально впитав атмосферу власти, привилегий и обязанностей перед нацией. Но его тяга к славе была не просто данью аристократическому происхождению, она была реакцией на семейное равнодушие. Его отец, лорд Рэндольф Черчилль, не скрывал разочарования в сыне, а мать, блистательная светская львица Дженни Джером, общалась с Уинстоном так редко, что можно было сосчитать встречи по пальцам. Этот вакуум внимания рождал в мальчике отчаянную потребность в признании. Он не просто мечтал стать известным, он считал это единственным способом доказать себе и миру, что он не пустое место. Черчилль не просто верил в свою миссию, он планировал ее. Это не была мечта, это был маршрут. И, как это ни поразительно, почти все из задуманного он реализует. Этот подросток с лицом щенка и нравом бульдога уже тогда знал, что войдет в историю. Просто еще никто об этом не догадывался. А пока одноклассники смеялись над его дерзостью, он чертил карты вторжений и тренировался быть незаурядным. Его подготовка шла полным ходом, но истинная проверка на прочность поджидала его в совсем ином пейзаже. Не в школьных залах и не в теплых кабинетах, а в городе, охваченном хаосом и пламенем. Лондон горит. С неба падают снаряды. Улицы в дыму. Здания рушатся. Это не сцена из фильма, это хроника времен Второй мировой. На фоне паники и хаоса появляется человек с неизменной сигарой, хриплым голосом и неподражаемой невозмутимостью. Он стоит в центре разрушенного города, словно воплощение спокойствия среди шторма. Это Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, и он не прячется. Он идет по улицам, осматривает руины, жмет руки пожарным. Он не говорит, что все будет хорошо, он просто показывает, что не боится. Этот образ стал легендой, не только потому, что был героическим, но потому, что был настоящим. Когда Лондон трещал под ударами Люфтваффе, когда каждый день мог стать последним, Черчилль был тем, кто своим присутствием давал людям силу. Он называл себя английским бульдогом, и в эти недели он действительно им стал, упрямым, стойким, неумолимым. Но за этим фасадом уверенности скрывался человек, на которого легла непосильная ноша. Он знал, если дрогнет он, дрогнет вся нация, и потому он не позволял себе слабости. Его речи — это не просто слова, это оружие. Никогда еще в истории человеческих конфликтов столь многие не были обязаны столь немногим. Каждое выступление становилось гвоздем, скрепляющим мораль страны. И все же Черчилль не был неприкасаемым. Его критиковали, его ненавидели, его пытались сместить. Но именно в эти минуты кризиса он раскрылся по-настоящему. Он стал не просто лидером, он стал символом, неизменный, как сама нация, и упрямый, как ее дух. Эта глава истории не могла закончиться просто, потому что сам финал этой жизни был не менее величественным, и в день, когда он ушел, страна остановилась. Не фигурально, буквально. В январе 1965 года в Лондоне произошло нечто беспрецедентное. Британская столица замерла. К набережной Темзы стекались тысячи людей, молчаливые, в черном, со склоненными головами. На воде корабли с приспущенными флагами, в воздухе глухой звон колоколов. А вдоль берега стрелы портовых кранов опущены в траурном поклоне. Это не похороны короля. Это прощание с Уинстоном Черчиллем. Его гроб несли через весь город, как несут величайших. Так прощались с монархами, так прощались с героями, но Черчилль не был ни тем, ни другим официально. И все же Британия сделала исключение, потому что он стал больше, чем титул, он стал голосом целой эпохи. Ему устроили государственные похороны, величайшие для не короля за всю историю Великобритании. Его тело проехало по улицам Лондона, над которым в свое время грохотали немецкие бомбы, в сопровождении сотен военных, дипломатов, друзей и врагов. Даже Сталин прислал венок. Это был момент абсолютного единства. Нация прощалась с тем, кто в самые темные часы стал ее лицом. Толпы стояли вдоль маршрута, ловя взгляд на катафалк. Люди рыдали, молчали, аплодировали. Все это было как сцена из грандиозного спектакля, но без фальши. Потому что Черчилль действительно был тем, кто в одиночку противостоял катастрофе. А потом гроб погрузили на баржу. Баржа шла по Темзе. И вот тогда случилось то самое.
Все портовые краны на обоих берегах реки синхронно склонились в последнем поклоне. Механические гиганты, отдающие честь мертвому политику. Этот кадр облетит весь мир. И пока страна склоняла головы, в памяти всплывали не только его победы. Люди вспоминали дерзкого мальчишку, который всю жизнь добивался признания, не останавливаясь ни перед чем. Декабрь 89-го. Южная Африка. Уинстон Черчилль, военный корреспондент газеты Morning Post, попадает в плен к бурам. Его бронепоезд пущен под откос. Отряд в панике. Черчилль прикрывает отступление, но сам оказывается в руках врага. Для молодого амбициозного авантюриста это катастрофа, но для Черчилля — шанс, плен, скука. А для человека, одержимого действием, пытка. Через несколько недель, в ночь, когда охрана теряет бдительность, Черчилль сбегает. Без карты, без еды, без языка. Перед ним сотни миль враждебной территории. Он прячется днем, движется ночью, пил воду из луж, почти терял сознание от голода и в какой-то момент просто постучался в первый попавшийся дом. Судьба, случай, интуиция. Дом оказался домом английского горного инженера. Тот спрятал беглеца в шахте, а потом погрузил в угольный вагон, и Черчилль на товарном поезде добрался до свободы. Британцы ликовали, газеты пестрели заголовками. Черчилль из безвестного военкора превратился в национального героя. Его возвращение в Англию было триумфальным. Толпы, овации, интервью, его лицо теперь знали все. И он знал, это его час. Он сыграл ва-банк и выиграл. С этого момента имя Черчилля не сходит с первых полос. Но задолго до этого, еще в школьные годы, он учился быть неудобным. Его бунтарство не было игрой, оно было способом выживания. Однажды в 16 лет Уинстон Черчилль сел за стол, взял бумагу и начал писать не письмо, не сочинение, а военный план. План полномасштабного вторжения в Российскую империю. Страницу за страницей, со схемами движения войск, выбором направлений, логистикой. Для кого он это писал? Для себя. Он не просто мечтал, он тренировался, он примерял на себя роль великого полководца. Черчилль считал, что Британия должна действовать активно на Востоке, а Россия — главный соперник в большой игре. И хотя его проект никто всерьез не воспринимал, сам факт такого увлечения говорит о многом. В подростке уже жил политик, стратег, авантюрист. Он изучал карты, историю военных кампаний, поведение полководцев. И самое главное, он учился думать масштабно. Это не был детский каприз. Он не хотел играть в солдатиков. Он хотел изменить историю. И был уверен, что сделает это. Самоуверенность, безусловно. Но именно она и вела его вперед, когда все остальное рушилось. Родители холодные. Учителя раздраженные, друзья почти отсутствуют. Все, что у него было, это внутренняя убежденность, что он больше, чем просто мальчик из богатой семьи. Он видел себя героем будущих учебников истории. Но прежде чем он стал героем, он был ребенком, которого никто не обнимал. И однажды он написал матери письмо, полное боли и отчаяния. Он родился в роскоши, но вырос в одиночестве. Уинстон Черчилль появился на свет в Бленхеймском дворце, окруженном колоннами, зеркалами и слугами, но тепла там было мало. Его отец, лорд Рэндольф Черчилль, блистал в парламенте, метил в высшие эшелоны власти, а сын для него был скорее фоном, чем личностью. Мать, Дженни Джером, американская светская львица, блистала на приемах, устраивала ужины для принцев, писала модные хроники, но к детям относилась как к мебели. Ее дневники это подтверждают. Она честно записывала, в среднем встречалась с детьми дважды в месяц. В этой аристократической среде ребенка не воспитывали, его просто держали в рамках. Если вам понравилась история о Черчилле и его авантюрах, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите, чтобы мы продолжали рассказывать о таких героических моментах, можете поддержать проект через донат, ссылка в описании или QR-код на экране. Помните, даже самые великие могут нуждаться в вашей поддержке. Для мальчика с огненным темпераментом это было пыткой. Он требовал внимания, рвался к признанию, пытался быть замеченным. Но все, что он получал, это молчание, холод и, в лучшем случае, насмешку. Мать называла его капризным, отец — безнадежным. Он не соответствовал стандартам викторианской эпохи, где ребенок должен быть видим, но не слышен. Все, что было по-настоящему теплым в его детстве, исходило от няни, простой женщины, которая дарила ему то, чего не могли дать родные. Он хранил ее фото, вспоминал ее голос, даже во взрослой жизни говорил о ней с благодарностью. Она заменяла ему семью. Черчилль рано понял, что любовь нужно завоевывать.
И завоевывать не словами, а делами. Отсюда его безумное упорство, стремление победить, доказать. Каждое достижение было криком «посмотрите на меня», но в ответ снова тишина. Даже когда он писал матери отчаянные письма со словами «мне так плохо», он получал лаконичное «ты нас разочаровал». Он рос среди мрамора и позолоты, но внутри него зреет буря. Эта буря однажды вырвется наружу, сначала в школе, а потом на улицах городов, которые он будет защищать. Дженни Джером – женщина эффектная, блестящая, с американским темпераментом и лондонской манерностью. Ее называли украшением высшего света, музой, соблазнительницей и почти никто – матерью. Для Уинстона она была чем-то вроде далекой планеты, сияющей, притягательной, но холодной и недоступной. Ее дневники сохранились, и именно там сухая арифметика любви. За 1 год 24 встречи с детьми. Это чуть больше 2 раз в месяц. Она записывала каждый случай, когда видела Уинстона как деловую встречу. Зато вечеринки и приемы она не фиксировала, их было слишком много. Такая мать не кричала, не ругалась, она просто отсутствовала. Уинстон страдал. Писал ей письма, умолял проявить хоть тень внимания. Он называл ее «моя звезда» и просил хотя бы думать, что она его любит. Но ответ был всегда сдержанным, почти официальным. И именно это сделало его характер таким, каким он стал. Он не знал, что такое материнская забота, но знал, каково это — добиваться любви, как войны. Ему было важно, чтобы мать гордилась им. Он присылал ей свои статьи, книги, фотографии в военной форме. Он ждал похвалы. Но даже тогда ее ответы были сдержанными. В обществе они были как союзники. Она восхищалась его речами, сопровождала на премьеры, гордилась его орденами. Но дома он все еще был для нее чужим. Его внутренняя пустота не заполнилась даже успехами. Возможно, именно поэтому он искал одобрения в глазах нации, а не в кругу семьи. И, как ни странно, нашел его. Но до этого нужно было пройти школу, где каждый день напоминал бой. Он не был удобным ребенком. Воспитатели считали его несносным, учителя — проблемным, а одноклассники — странным. Его первый пансион стал ареной борьбы. За внимание, за право быть собой, за выживание. Он воровал сахар, жег соломенные шляпы, получал порку за поркой. Тогда это была нормальная мера дисциплины — бить хулиганов. Но Черчилль не сдавался. Школа не сломала его, она закалила. Его не любили, но он запоминал каждую обиду. Вместо того, чтобы мстить, он копил аргументы. Его память поражала всех, он мог дословно цитировать главы из книг, которые другие едва осиливали. В Хэроу, куда он попал позже, он получил приз за декламацию более 1000 строк из античной поэзии. Он рисовал, фехтовал, играл на виолончели и при этом продолжал быть белобрысым бульдогом, как называла его бабушка. Учителя в отчаянии не знали, как с ним быть. Один сказал: «Я не понимаю, что мне с вами делать», на что Черчилль парировал: «Мне казалось, что это вы должны нас учить». Его остроумие ранило не хуже шпаги. Учеба давалась ему трудно, не из-за глупости, из-за характера. Он не принимал авторитетов, но при этом он уже в юности говорил о своей будущей славе. Он был уверен, что его путь — это не классная комната, а история. И в этом классе он не был последним. Просто он был слишком первым, не по правилам, и когда он ушел из школы, никто не знал, куда заведет его эта смесь дерзости и таланта. Следующий этап казался банальностью, но для Черчилля даже армия была ареной для великих планов. Служба в кавалерии считалась в то время занятием для молодых и богатых бездельников. Это был клуб аристократов, которые не прошли в университеты, но не желали скучной карьеры. Там не было особой науки, зато были парады, выезды, поло и сигары. Черчилль попал именно туда, в 4-й гусарский полк, и нашел себя. Он обожал форму, лошадей, маневры. Здесь не нужно было подчиняться учителям, здесь нужно было действовать. Он быстро вжился в роль, фехтовал, стрелял, побеждал на соревнованиях. А главное, он почувствовал, что может влиять. Это было его поле, но деньги уходили быстро. Офицерская форма, содержание лошади, участие в охоте — все это стоило бешеных сумм, наследство таяло. Мать тратила остатки на парижский дом с лифтом для принца Уэльского. Надо было что-то решать. И тогда Черчилль нашел выход. Он решил заработать славу, а через нее деньги. План был прост — отправиться туда, где стреляют, и написать об этом так, как никто не пишет. Военные корреспонденты тогда были на вес золота. Если ты умел держать перо и не боялся пуль, перед тобой открывались двери. Он открыл карту мира и начал искать, где начинается следующая война. Его взгляд упал на Кубу.
И он двинулся туда, за славой, за адреналином, за шансом. На Кубу Черчилль прибыл с журналистским мандатом и военной выправкой. Он был военным корреспондентом, но не сидел в тылу. Его интересовала линия огня. Он хотел быть там, где стреляют, не ради смерти, а ради репутации. И когда колонну, в которой он ехал, обстреляли повстанцы, он не побежал. Он остался и наблюдал. Потом написал. Черчилль сразу понял. Опасность — это не помеха, а валюта. Его статьи с Кубы читали, обсуждали, цитировали. Он описывал запах джунглей, крики раненых, испуганные глаза испанских солдат. И это не было романтикой. Это было ярко, точно, живо. За храбрость испанцы наградили его орденом. Ходили слухи, что это сделали из вежливости. Но на Черчилля это не влияло. Он носил награду с гордостью. И главное, он вернулся в Англию с именем. Теперь его знали не как сына Дженни, а как человека, который сам себе сделал карьеру. На Кубе он пристрастился к 3 вещам — крепким сигарам, сиестам и войне. Он нашел формулу славы — опасность плюс текст или успех, и решил не останавливаться. Впереди были новые войны, новые страны, новые авантюры, а на горизонте уже вырастали египетские барханы. Где он снова окажется там, где умирают и становятся легендами. Англо-египетская армия готовилась к решающему сражению, место действия — Судан. Черчилль прибыл туда с кавалерийским полком, но снова не как наблюдатель, а как участник. Его назначили командиром эскадрона, и в сражении при Омдурмане он бросился в атаку на полном скаку. Это была одна из последних в истории настоящих кавалерийских атак. Пыль, кровь, крики, сабли. Он убил 4 за считанные минуты, а его отряд потерял 65 человек, включая 5 офицеров. Черчилль не получил ни царапины. Но египетская кампания — это не только бой. Это и заблудившийся в пустыне лейтенант, ориентирующийся по звездам. Это и донорская помощь на операции по пересадке кожи раненому, без анестезии. Это и бесконечные письма домой с философскими размышлениями. На пулю не стоит обращать внимание. Я не верю, что Бог создал такое могущество, как я, ради столь банального конца. Каждый шаг, каждый выстрел, каждая рана — это кирпич в здании его репутации. Он не просто участвовал, он документировал все. Его статьи продавались на ура. Его имя обрастало ореолом отваги. Газеты хотели новых текстов, а общество — новых героев. Он понял, война — это не только поле битвы. Это театр, где он и актер, и драматург. И пока пули свистели над его головой, он уже писал в уме следующее предложение. Но по-настоящему громко его голос зазвучит не на страницах, а на сцене. Причем в роли, в которую никто его не звал. По возвращении из Египта Черчилль не просто отдыхал. Он писал. Он превращал пыль сражений в страницы книг. Его первый серьезный сборник очерков стал бестселлером. За ним 2-й, 3-й. Его стиль был легким, цепким, живым. Люди читали о войне как о приключении. Он не был журналистом, он был рассказчиком, который проживал каждую историю. На заработанные от книг деньги он финансировал следующую экспедицию в Южную Африку, где началась Англо-Бурская война. Он опять стал военным корреспондентом, на этот раз от влиятельной Morning Post. Ему платили огромные по тем временам деньги, 1000 фунтов за первые месяцы, потом по 200 в месяц. Он стоил этих денег, но это уже было не просто зарабатывание, это был трамплин, его узнавали, его читали. Он ездил с лекциями по Великобритании и Америке, собирал залы, читал свои тексты как актер, импровизировал, шутил. Толпы восхищались. Он — офицер, писатель, путешественник, герой. Что еще оставалось? Правильно? Идти в политику. Черчилль был уверен, теперь, когда публика его знает, а газеты уважают, он сможет получить место в парламенте. И он не ошибся, но он не собирался быть просто еще одним депутатом, он хотел большего. Ради этого он пойдет на неожиданный шаг и станет объектом ненависти всей политической элиты. Он говорил, как будто родился с микрофоном. Поначалу публика шепталась «какой нахал», но к середине его выступлений зал уже не мог оторваться. Черчилль стоял на сцене в костюме, с сигарой и рассказывал о боях, как будто это был детектив. Он смеялся над собой, над врагами, даже над смертью, и делал это с таким шармом, что даже оппоненты ловили себя на мысли, а ведь он чертовски обаятелен. Он не просто выступал, он строил образ, герой с фронта, человек из народа, борец за империю, шутник и философ. Он облетал страну с турами, собирал тысячи, женщины восхищались его духом, мужчины — его дерзостью. Это не было шоу ради шоу, это была кампания. Каждый рассказ, каждый жест — это голос. Он готовился к выборам, писал статьи, продавал книги, делал себе имя. Его знали даже те, кто не читал.
по пересказам, по вырезкам, по афоризмам. В 26 лет он выигрывает свои первые выборы и становится членом парламента от консервативной партии. Это была победа, но его не устраивала роль младшего по званию. Черчилль хотел менять мир, а не сидеть на задней скамейке. Он решает, если нельзя изменить систему изнутри, значит, надо сменить партию. Весна 904-го. Великобритания в политическом смятении. Уинстон Черчилль делает ход, который шокирует всех. Он выходит из консервативной партии, той самой, к которой принадлежал его отец, его род, его воспитание, и вступает в лагерь либералов. Это был не просто переход, это было предательство в глазах элиты. Газеты полоскали его имя, в парламенте его презирали, за спиной называли Бленхеймской крысой. В карикатурах его рисовали с двойным дном, как актера, который играет на два фронта. Но Черчилль не смущался. Он отвечал коротко: «У меня покладистая совесть», и продолжал работать. Он присоединяется к либералам не ради моды. Он чувствует, что именно эта партия в состоянии провести реформы, в которые он верит. Он становится активным участником их кампаний, продвигает идеи прогрессивного налогообложения, улучшения условий труда, социальной справедливости. Все это кажется странным для отпрыска аристократии, но он искренен. Его новая роль — реформатор. В 906-м либералы побеждают на выборах с разгромным счетом. И Черчилль занимает пост в правительстве. Его план сработал. Его называли авантюристом, перебежчиком, безродным шоуменом. А он стал одним из самых влиятельных молодых политиков страны. Но настоящий экшен только начинался. Ведь теперь он не просто сидит в зале заседаний. Он выходит на улицу и берет дело в свои руки. Буквально. Восточный Лондон, 911-й. Бедный район. Группа анархистов из Российской империи отстреливается от полиции. Убитые, раненые, хаос. Полиция не справляется. И вдруг на место приезжает министр внутренних дел в цилиндре, с сигарой, без охраны. Это Черчилль. Он лично руководит осадой дома, где засели боевики. Он приказывает вызвать армию. Солдаты приходят с гаубицами. Британская столица превращается в зону боевых действий. Люди прячутся, улицы оцеплены. Черчилль стоит в гуще событий, командует, смотрит в прицелы. Его фотографируют на фоне стреляющего дома. На следующий день газеты гремят. «Министр или маршал?» — вопрошают заголовки. Кто-то восхищается решительностью. Кто-то обвиняет в позерстве. Один депутат язвит: «Я понимаю, зачем там был фотограф». Но что там делал Черчилль? Сам Черчилль отмахивается. «Это было весело», — говорит он своему секретарю. Но последствия были серьезными. Его снимают с должности, осуждают за риск и тут же предлагают новый пост. Более мощный, более влиятельный. Он становится первым лордом Адмиралтейства, фактически главой ВМС. И вот теперь начинается совсем другая игра. А корабли уже ждут своего реформатора. И этот реформатор все еще кавалерист. Уинстон Черчилль никогда не служил на корабле. Он был кавалеристом, но в 911-м он получает один из важнейших постов Британской империи, становится первым лордом Адмиралтейства, то есть министром военно-морского флота. Это решение воспринимается как абсурд. Он ничего не понимает в кораблях. Но у него есть привычка изучать тему до костей. Черчилль берет флот как проект. Он погружается в детали, от конструкции броненосцев до пайка для матросов. Он окружает себя специалистами, в том числе адмиралом Джоном Фишером, эксцентричным, но блестящим стратегом. Вместе они начинают революцию, переход на нефтяное топливо, массовое строительство дредноутов, модернизация радиосвязи, усиление подготовки офицеров. Он одержим скоростью и маневренностью флота. Он хочет, чтобы британские корабли были первыми не только по числу, но и по качеству. Это не просто реформа, это вызов Германии, которая тоже наращивает морскую мощь. И Черчилль знает, война — вопрос времени. При этом он не забывает о деталях. Он вводит программу улучшения условий жизни матросов, борется с дедовщиной, продвигает инициативу об обязательном обучении офицеров управлению кораблем в экстремальных условиях. На море, как и в жизни, он делает ставку на скорость, дерзость и подготовку. Но уже через несколько лет все, что он создает, будет брошено в адскую мясорубку. И Черчилль сделает одну из самых болезненных ошибок своей жизни. В британской политике того времени все решают клубы. Это не просто сообщество по интересам, это настоящие теневые кабинеты, где лоббируются законы, совершаются назначения, строятся карьеры. Черчилль, несмотря на титулы происхождения, чужой в этих кругах. Его не зовут, не принимают, не доверяют, он выскочка, и он это знает.
Поэтому он создает свой собственный клуб. Название без претензий «Другой клуб». Но состав участников говорит сам за себя. Лорды, адмиралы, писатели, бизнесмены, будущие миллиардеры, даже представители королевской семьи. Там и Герберт Уэллс, и Аристотель Онассис. Это не просто кружок по интересам, это пространство влияния. Здесь говорят напрямую, без титулов и иерархий. Клуб быстро становится модным. Быть в другом клубе значит быть в круге идей, реформ, перемен. Это место, где можно обсуждать политику, бизнес, культуру, войну. Там формируются не только взгляды, но и альянсы. Для Черчилля это еще и компенсация. Там, где его не пустили, он построил альтернативу. Это принцип, по которому он живет всю жизнь. Если не дают, создай сам. Неважно, будет это клуб, флот или политика. Он строит свое. И когда придет момент кризиса, именно из этого круга поднимутся фигуры, которые поддержат его. Потому что Черчилль всегда понимал, одиночка ей это красиво, но только союзники дают реальную силу. И к власти он тоже пришел не один. Уинстон рос с убеждением, что однажды будет сидеть с отцом в парламенте. Он мечтал доказать, что достоин носить фамилию Черчилль. Он собирал вырезки из газет, учил наизусть речи отца, копировал его стиль. Но в 12 лет он стал свидетелем крушения. Лорд Рэндольф Черчилль совершил политическую ошибку, ушел из правительства и вскоре тяжело заболел. Врачи подозревали сифилис. Болезнь разрушала его рассудок. От великого политика осталась тень. И Уинстон смотрел, как исчезает фигура, к которой он стремился. Он не успел сказать ему главного, не успел услышать одобрения, не успел доказать. Смерть отца стала для него ударом не только эмоциональным, но и финансовым. Казалось бы, наследство — огромные деньги, но для семьи аристократов, живущей на широкую ногу, это капля в море. Все уходит на содержание поместья, дома матери в Париже, охотничьих лошадей. Деньги тают, а с ними иллюзия защищенности. Черчилль понимает, он больше не может ждать. Он должен сам зарабатывать имя, славу, состояние, и делает это через войну, книги, политику. Но в каждой его речи, в каждом решении слышится отголосок прошлого. Он все еще говорит не только к народу, но и к отцу. «Смотри, я смог». Он стал не продолжением династии, а самостоятельной величиной. Но до конца дней в нем жил тот мальчик, который просто хотел, чтобы отец однажды сказал «Я горжусь тобой». Похороны Александра Македонского, состоявшиеся в 1323 году до нашей эры, привлекли миллионы людей, которые пришли попрощаться с величайшим завоевателем своего времени. По легенде, его тело было помещено в стеклянную урну, наполненную медом, чтобы сохранить его в идеальном состоянии. Этот момент стал отправной точкой для грандиозного шествия, которое охватило множество городов и стран и ознаменовало собой не только прощание с великим полководцем, но и начало новой эры в истории человечества. В марте 1918 года мир вновь потрясла грандиозная церемония прощания. Похороны Уинстона Черчилля, выдающегося государственного деятеля Великобритании, собрали более 300 тысяч человек на улицах Лондона. Шествие, включающее солдат, флаги и множество граждан, прошло от собора Святого Павла до усыпальницы, где размещали его прах. Этот момент стал символом единства нации, которая потеряла своего великого лидера в трудные времена. Королева Виктория, ушедшая из жизни в 1901 году, оставила после себя не только наследие, но и грандиозные похороны, которые прошли в Виндзоре. Церемония прощания с королевой длилась несколько дней, включая процессии, где приняли участие тысячи людей, включая королевские семьи со всего мира. Участники были одеты в черное и несли цветы, создавая атмосферу глубокой скорби и уважения. Королева Виктория была похоронена рядом с мужем, принцем Альбертом, что символизировало их неразрывную связь в жизни и смерти. Однако не только эти личности оставили след в истории своими похоронами. Наполеон Бонапарт, бывший император Франции, также заслуживает внимания. Его похороны, состоявшиеся в 1821 году на острове Святой Елены, где он провел последние годы своей жизни, были необычайно важными как для французов, так и для европейской истории. Его тело было перевезено из экзиля обратно во Францию в 1824 году, где произошло величественное прощание с ним. На похоронах присутствовали высокопоставленные лица, а процессия продвигалась по Парижу, привлекая миллионы зрителей. Каждая из этих церемоний была не просто прощанием, а отражением культурных и исторических значений, которые эти личности оставили в наследство.
Похороны стали местом для объединения людей, выражения скорби и почитания величия тех, кто ушел из жизни. Эти события продолжают вдохновлять и вызывать интерес многих, и изучение их дает возможность понять, как уважение и почитание великих личностей формировало историю человечества. Процессия похорон Александра Македонского началась в городе Вавилон. Его тело было выставлено для прощания, и тысячи людей собрались у дворца. Крики скорби смешивались с обсуждениями его завоеваний. Люди делились историями о великих битвах и странах, которые он покорил. В этот момент среди генералов вспыхнули споры о следующем правителе. После смерти Александра его генералы, включая Пердика и Антипатра, начали борьбу за власть. Они понимали, что похороны станут не только моментом скорби, но и возможностью продемонстрировать свои амбиции. Пердика предложил похоронить тело в Египте, в священном городе Мемфисе, подчеркивая божественность Александра. Антипатр настаивал на погребении в Македонии, считая это единственно правильным решением. Споры о месте похорон стали напряженными, каждая сторона пыталась привлечь сторонников. Некоторые угрожали тем, кто поддерживал противоположную точку зрения. Когда процессия покинула Вавилон, путь был усеян цветами, но за внешней красотой скрывалась угроза конфликта. Генералы использовали похороны для достижения своих целей, и подготовка церемонии стала полем интриг. Когда процессия достигла границ Египта, Антипатр решил действовать. Он организовал засаду, не желая, чтобы тело Александра было похоронено на чужой земле. Собрав верных воинов, он напал на отряд Пердики. Бой был жестоким, и земля пропиталась кровью. Однако Пердика, не желая отступать, продолжал двигаться вперед, уверенно настаивая на своем праве похоронить Александра в Египте. Он применил дипломатические навыки, чтобы заручиться поддержкой местного населения. С каждым сражением возрастала напряженность между генералами. Поддержка народа стала ключевым фактором для их борьбы. Каждое новое событие на пути к церемонии не только углубляло конфликт, но и создавало новые повороты в их судьбах. Тело Александра оставалось неподвижным, напоминая о том, что величие может вызвать не мир, а хаос. Похороны становились ареной жестокой борьбы за его наследие. После смерти Наполеона Бонапарта в 1821 году его тело было эксгумировано с острова Святой Елены, где он провел свои последние годы. Перевозка тела стала делом чести для французского правительства, которое стремилось вернуть своего императора на родину. Судно, на котором находилось тело, отправилось в путь в условиях строгой секретности. Высшие чиновники знали, что это не просто похороны, это символическое возвращение Наполеона на французскую землю. Процессия, сопровождающая тело, вызвала общественный резонанс. На берегах Франции сотни тысяч людей собрались, чтобы встретить своего бывшего императора. Толпы людей держали в руках флаги, скандировали его имя, выражая восхищение и скорбь. Наполеон, который когда-то был властителем Европы, теперь снова стал центром внимания, даже после своей смерти. Однако не все разделяли восхищение. Политическая ситуация во Франции была напряженной. Сразу после его смерти республиканцы и монархисты начали открыто выражать свои взгляды. Параллельно с процессией шли дебаты о том, как следует отметить память Наполеона. Некоторые считали, что он должен быть похоронен в простом уединенном месте, чтобы отразить его падение. Другие же настаивали на грандиозной церемонии, подчеркивающей его величие и достижения. Когда тело Наполеона прибыло в Париж, начались подготовительные работы к похоронам. Город был усеян цветами и черными флагами, символизировавшими скорбь. На улицах раздавались крики «Да здравствует Наполеон!». Однако среди толпы присутствовали те, кто желал оставить в прошлом не только Наполеона, но и его идеи. Местные власти начали опасаться, что похороны могут стать поводом для беспорядков. Накануне церемонии неизвестные лица обнародовали листовки, призывающие народ к протесту против возвеличивания Наполеона. Они призвали к сбалансированному историческому взгляду, который не должен забывать о его жестокостях. Это подорвало единство, которое нарождающееся правительство пыталось сохранить. В день похорон собралось множество людей, среди которых были как поклонники Наполеона, так и его противники. Когда процессия двигалась по улицам Парижа, чувствуя напряжение в воздухе, некоторые из протестующих начали выкрикивать лозунги, осуждающие его правление. В ответ на это сторонники Наполеона начали устраивать драки, и вскоре ситуация вышла из-под контроля. В этот момент, когда казалось, что погребение обернется насилием, мэр Парижа выступил на трибуне, призывая к спокойствию и уважению к памяти великого полководца. Его слова оказали временное влияние на толпу, и конфликт был временно приостановлен.
Тем не менее, разногласия о том, как отмечать наследие Наполеона, продолжали нарастать. Похороны Наполеона стали не просто прощанием с императором, но и ареной для борьбы идеологий, конфликтов и политических амбиций. Каждый новый поворот событий добавлял напряжение в атмосферу и напоминал о том, что величие Наполеона оставило глубокие шрамы в сердце страны. Смерть королевы Виктории в 1901 году стала шоком для всей Великобритании. В день похорон Лондон был окутан атмосферой скорби. Церемония началась в Виндзорском замке, где королева провела значительную часть своей жизни. Тысячи людей собрались, чтобы отдать последний долг монарху, который правил страной более 60 лет. Громкие звуки траурных колоколов разносились по всему городу, создавая мрачную атмосферу. Процессия, направлявшаяся к усыпальнице, была величественной. За гробом королевы следовали члены королевской семьи, высокопоставленные чиновники и представители иностранных держав. Каждое мгновение могло стать историческим, и внимание всего мира было приковано к этому событию. Однако вскоре стало ясно, что похороны королевы Виктории обернутся не только прощанием, но и неожиданным поворотом событий. Когда процессия достигла кладбища, раздался крик. Неизвестный человек, прорвавшийся сквозь толпу, бросился вперед и закричал: «Королева Виктория не должна покоиться здесь!» Его слова вызвали шок и замешательство. Оказавшись лицом к лицу с охраной, он продолжал утверждать, что королева была предана, и ее захоронение в Виндзоре — это ошибка. Толпа затихла, все внимание переключилось на него. Этот человек, как выяснилось, был историком, который утверждал, что Виктория оставила завещание, в котором просила похоронить ее не в Виндзоре, а в другом месте, на острове Ямайка, в месте, связанном с ее предками. Его слова произвели фурор. Внезапно породившаяся напряженность становилась все более ощутимой. Сторонники теории начали высказывать свои мнения, и среди них возникли разногласия. Пока охрана пыталась успокоить толпу, члены королевской семьи обменивались взглядами, полными тревоги. Их решение о захоронении королевы в Виндзоре, казалось, подверглось сомнению, споры вспыхнули. Некоторые утверждали, что королева запланировала похороны заранее и сама выбрала место. Другие считали, что это заблуждение и провокация со стороны историка. Внезапно с трибуны выступил принц Уэльский, который заявил, что у него есть доступ к личным документам королевы. Он обнажил завещание, которое подтверждало, что Виктория действительно выражала желание быть похороненной на Ямайке. Толпа охнула, и в воздухе повисла тишина. Эту новость не ожидали. Собравшиеся начали обсуждать, что делать дальше. Общественное мнение раскололось. Одни выступали за изменение места захоронения, другие — за соблюдение традиций. Возникли конфликты, и вскоре митинг у могилы королевы превратился в бурное обсуждение будущего монархии. В обществе назревала настоящая революция, и все это происходило на фоне похорон королевы, которая была символом стабильности и единства. Тем не менее, принц Уэльский настоял на соблюдении церемонии и продолжении похорон, несмотря на сумятицу. Гроб с телом королевы был опущен в землю, но с каждым моментом становилось ясно, что это прощание не завершится тихо. Дебаты о наследии королевы Виктории и ее истинном желании будут продолжаться долго после ее захоронения. Этот момент стал поворотным в истории, открыв новые страницы в отношениях между монархией и народом, оставив глубокий след в сознании нации. Похороны Уинстона Черчилля в 1918 году стали важным событием для всей Великобритании. Процессия началась в Лондоне, где тысячи людей пришли отдать дань уважения своему лидеру. Несмотря на дождливую погоду, улицы заполнились зрителями, которые с горечью провожали Черчилля в последний путь. Гроб, накрытый флагом Союза, сопровождали высокопоставленные лица, военные и простые граждане. Церемония прошла в соборе Святого Павла. Внутри собрались политики, родственники и близкие друзья. Музыка звучала печально, а лица присутствующих отражали уважение и скорбь. Черчилль, который вел страну через бурные времена Второй мировой войны, теперь покоился в тишине, но его наследие продолжало жить в сердцах людей. После завершения церемонии начались активные обсуждения о будущем, которое он оставил. Комментаторы анализировали его политику и влияние на мир. Черчилль, известный своей риторикой и решительными действиями, снова стал предметом обсуждений. Многие вспоминали его противоречивые решения, которые определяли его карьеру. Его стиль управления, сочетающий суровость и человечность, обсуждался как образец для подражания. На международной арене также отразились события, связанные с его уходом.
Лидеры других стран выражали соболезнования и вспоминали, как Черчилль стал символом борьбы за свободу. Прощание с ним вызвало волну воспоминаний о Второй мировой войне и о том, как его слова вдохновляли нацию на преодоление трудностей. В Париже, Берлине и Вашингтоне собирались мировые лидеры, чтобы почтить память человека, который стал стратегическим союзником. Отголоски его достижений ощущались не только в политике, но и в искусстве. Писатели, художники и музыканты начали создавать произведения, посвященные его жизни и влиянию. Если Черчилль мог вдохновлять целые нации, то и мы можем вдохновлять друг друга. Если вам нравится то, что мы делаем, подумайте о поддержке нашего проекта, ведь хорошее творчество не растет на деревьях, а ссылку для доната вы найдете в описании или на экране. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории, ведь они могут быть не менее увлекательными, чем биография великого авантюриста. Черчилль стал предметом изучения, а его высказывания анализировались в учебниках по лидерству и политике. В обществе началась дискуссия о ценностях, которые он продвигал, стойкости, мужестве и ответственности. Каждый год память о Черчилле становилась все более значимой. Дата его похорон становилась днем памяти о стойкости и лидерстве. Новые поколения учились у его примера, помня, что истинный лидер вдохновляет и объединяет людей. Похороны Уинстона Черчилля стали не только прощанием с великим человеком, но и моментом, когда его наследие получало новый импульс. Черчилль остался в сердцах людей как символ бесстрашия и решимости, оставив неизгладимый след в истории человечества.